И это первая серия «Успеть до 30». Смотрите, сейчас на календаре 13 июня. А что это значит? Можете вы спросить. А это значит только то, что скоро мне исполняется 30 лет. Я хочу как-то обозначить эту дату только из-за того, что, честно признаюсь, загоняюсь. Я подумала, надо как-то из этого выжать какой-то плюс, поэтому я решила, что я хочу снять какое-то определенное количество дел до 30. И первое из этих вещей, как я начну это видео, я хочу поменять свой стиль одежды. В последнее время я ощущаю себя иначе. Я хочу, чтобы у меня была не только удобная одежда, но и красивая одежда, потому что мне кажется, 30 это уже серьезно, да, как бы. Но я хочу сделать что-то более интересное, что-то структурное, фактурное, как вот сейчас говорят, и многослойное. Вот. Зафиксирую мое «до». У меня как бы вот такой стиль одежды. Я не знаю, на сколько лет я выгляжу в таком луке. Еще у меня красные кроссовочки. Это как будто бы подходит для того, чтобы вот пойти за кофе. И то даже, мне кажется, пойти за кофе можно более интересно, потому что случилось, что я работаю дома. Мои вылазки, так сказать, они случаются либо на спорт, либо просто поотдыхать, либо просто погулять, потому что я люблю очень сильно гулять пешком. Это такая ловушка, знаете, вот у вас вроде бы есть какая-то вот такая одежда, она неплохая, она, то есть, как бы джинсики, шортики, все комфортно, все удобно, но думаешь, вот зачем наряжаться и идти просто на прогулку типа до парка как-то очень красиво и нарядно, получается так, что 90% своего времени я хожу вот в таком вот образе. Это к тому, что чтобы поменять стиль, мне тоже сначала нужен план. Итак, первым делом я, естественно, начала составлять план. Обозначила то, что хотела бы видеть и какой стиль был бы мне комфортен. Много разобрала шкаф, посмотрела, что вообще у меня есть, чего нет. И в процессе поняла, что все-таки у меня достаточно вещей, но мне не хватает какой-то структуры. Поэтому я пошла просто по списку каких-то базовых вещей. Мне нужно было купить позиции, которые потом я в коллаже, конечно же, покажу. Мой эксперимент со сменой образа продолжается, точнее, начинается только. Я сейчас быстро подсняла, где у меня вообще что находится, что лежит, фоткаю и хочу просто посмотреть, что есть, перебрать то, что не нужно, и собрать коллажи, которые потом вот я, наверное, прикреплю здесь как-то и покажу, какие можно вообще комбинации в целом делать из того, что у меня сейчас находится в шкафу. А сейчас я просто хочу показать, что я купила. Это вот тут. Решила, что мне нужны какие-то футболки, но интереснее, в общем. Так, как она правильно? Вот так вот. Ну, короче, здесь такая кофта, так вот надевается, потом вот так надевается, и получается такая футболочка с маечкой, как будто бы многослойность. Что еще? И просто вот такая футболка. Я думаю носить ее на пилатес или на йогу. То есть она просто розовая. Я давно хотела себе приобрести штаны из льна, такого песочно-льняного цвета. В прошлом году я покупала себе коричневые, но коричневые, они не ко всему подходят. А это я нашла прям 100% лен. Ой, здесь так они красиво мне завернули, и у меня все уже упало. Давайте сделаем распаковку. Все порвала. В общем, почему я взяла эти штаны? Я там в прошлом году покупала себе такую кожаную куртку. Я вот тоже сейчас прикреплю здесь фотку. Вот, просто базовые штанишки льняные на резиночке. Единственное, здесь вот эти вот резиночки, это как типа аладдинки они называются или как. Но я сначала не хотела их брать, но хорошо, что мне дали их померить. Почему? Потому что оказывается, у этих всех штанов какая-то невероятная длина. Я не скажу, что я какого-то маленького роста, но они все были длинные, их надо было бы потом брачивать. А это резиночка, кстати, очень удобно. Такие вот штанишки. Вот. Так что пока все остальное я просто сниму
потом пофоткаю, и все, и сделаю такой вот красивый коллаж, из которого я потом надеюсь, что смогу легко подбирать себе образы, потому что проблема в том, что я ношу действительно одни и те же позиции, которые изнашиваются быстро, и остальная часть гардероба, она просто у меня существует. Так что... Так, ну здесь мы начинаем самое интересное. Я отсняла все свои вещи и все это закинула на iPad. С iPad я это все вырезала. Конечно, это можно было бы, наверное, сделать как-то проще, но я постоянно использую iPad, Procreate. Для меня это было вообще самое простое, что можно было сделать. Я собрала по категориям отдельно верх, низ, обувь, аксессуары, и все это закинула в Клод. Дала ему вот такой вот текст. И он, кстати, в процессе я поняла, что очень круто подобрал мне образы, и как будто бы надобность в новых вещах исчезла, потому что, как оказалось, мне просто не хватало какого-то разнообразия именно в луках. Я не могла это составить. Ну и последний шаг. Всему этому нужно было придать такой какой-то обертки, оболочки, да? Поэтому мы отправляемся куда? Конечно же, на стрижку. Если не могла говорить, потому что мне было неловко, и все. Тут я уже все после стрижки. И это мой как бы финальный образ, то, как я себя, наверное, хотела бы видеть. Так вот, я уже говорила о том, что мне, оказывается, не надо было полностью все пересобирать. Мне нужно было просто понять, что у меня есть и чего у меня нет. Это позволило составить 35 готовых образов. Поэтому я думаю, что, конечно же, есть всегда смысл в покупке чего-то нового, интересного, но это вы узнаете дальше, поэтому оставайтесь, и в конце вы можете увидеть небольшой анонс новой серии. Ой, у меня один цветок оторвался! Это вообще очень красиво. Не знаю, что это тоже. Поэтому сейчас покажу. Раз. Я сходила в магазин посуды.